В этом межсезонье капитан сборной Японии Юки Ишикава пополнил состав Перуджи, чтобы помочь закрыть брешь после того, как Вильфреdo де Леон покинул клуб, за который наступал в течение 6 лет. Ишикава на протяжении всей своей взрослой клубной карьеры играет в Италии, и в отличие от своих коллег по сборной, в родной чемпионат возвращаться он не планирует, а лишь рассчитывает и дальше оттачивать свое волейбольное мастерство в одной из самых сильных лиг в мире. Теперь это уже не тот юный студент по обмену, что приехал в Модену. Сейчас обойму действующего чемпиона Италии пополнила полноценная звезда мирового волейбола. Японский доигровщик в составе новой команды уже успел не только завоевать парочку предсезонных турниров, но и помог Перуджи вырвать из рук Трентино суперкубок Италии, попутно получив звание MVP. В этом небольшом видео я хотел бы порассуждать на тему, а сможет ли Юки Ишикава стать главным мотором Перуджи в текущем сезоне, поможет ли он данному клубу наконец-то добыть долгожданный кубок Лиги Чемпионов, и что ему может на этом пути помешать. Давайте сейчас это и попробуем выяснить, так что, как обычно, не будем больше тянуть, поехали! Итак, какие преимущества может получить Перуджи от перехода японского доигровщика в свой состав? Теперь, по сути, в обойме у Анджело Ринзетти, главного тренера команды, есть 3 равноценных и взаимозаменяемых игрока на одной позиции. При наличии Леона дьяволы получали мощную атакующую опцию, которая могла помочь с набором очков в тяжелой ситуации, но при этом Вильфредо сильно выбивался из новой игровой концепции, где все было завязано на хорошем приеме и разнообразном комбинировании. Сейчас же у Перуджи есть 3 по-хорошему однотипных доигровщика, способных выполнять любые функции на площадке. И если у кого-то выдался не лучший день, то тут же со скамейки готов выйти игрок, из-за которого не придется перекраивать игровой рисунок, и Джанелли также механически продолжит выполнять свою работу, что особенно будет важно во время самых ответственных поединков, в том числе и в болезненном для Перуджи плей-офф Лиги Чемпионов. Но все же, если мы берем Семенюка, Плотницкого и Ишикаву, то нападение японца несколько отличается от его коллег. И по большей части это и есть основная мысль данного видео, которая будет идти на всем его протяжении. Кстати, друзья, вы можете забрать подарок от нашего партнера по ссылке в описании. Наслаждайся игрой, остальное за Винлайн. Так и в чем же отличие? Помимо того, что Ишикава чуть ниже Семенюка и Плотницкого, очевидно, что японец еще и менее атлетичный, чем поляк и украинец, что добавляет ряд трудностей при игре на групповом блоке. Казалось бы, можно часто наблюдать, как Ишикава переигрывает и двойной, и даже тройной блок. Причем не только в составе своей национальной сборной, но и долгое время он делал то же самое в Милане. В чем же тогда проблема? И, как ни странно, по первым матчам Перуджи проблема кроется в Джанелли. После феноменального чемпионата мира в 2022 году, где итальянец удостоился звания MVP, которое не вызывало никакого сомнения, на мой взгляд, связующий успел растерять свои позиции. Да, он все так же может играть крайне вариативно и местами непредсказуемо, но что бросается в глаза мне, так это его не самый высокий темп игры, если мы будем его сравнивать с текущими звездами сцены. И если раньше я на это особо не обращал внимания, то после прихода Ишикавы в Перуджу я четко для себя это осознал. И если посмотреть, как играет сборная Японии, причем не обязательно с Сикитой в составе, то там весь упор сделан на скорость передачи, причем даже в тяжелых ситуациях, что чаще всего даже при организации тройного блока не позволяет сопернику выстроить идеальную оборонительную конструкцию. И даже с самыми мелкими изъянами Ишикава может пользоваться крайне успешно. Но как тогда у него получалось круто играть в Италии в последние годы? Ответ прост, ровно так же. Мура прибегал к кинетичному стилю игры при взаимодействии со своим доигровщиком, что также давало раскрыть весь технический потенциал японца в поиске решений в самых непростых ситуациях. А если мы посмотрим на передачи Джанелли, то почти в любом выбитом приеме он будет отдавать высокую свечку. Можно сказать, что нападающему удобно выходить под такой мяч, но ровно то же самое могу сказать и блокирующие. При том, что они прекрасно понимают точку, откуда будет нападать игрок, у них еще будет и большое количество времени на то, чтобы идеально выстроить блок. И если уж высокий и прыгучий Бентара далеко не всегда может выйти победителем из таких ситуаций, то что уж тут говорить про Ишикаву. Но стоит отметить, что во второй половине матча за суперкубок Джанелли начал повышать темп передач в 4-ю зону, плюс чаще стал использовать японского доигровщика при атаках с задней линии.
Поэтому у меня есть подозрение, что появление Юки в составе Перуджи может стать неплохим стимулом для итальянского связующего, чтобы начать играть быстрее и вернуть свою кандидатуру в активные споры про самого лучшего связующего мира, что может существенно увеличить шансы для Италии на защиту титула чемпионов мира в 2025 году. Кстати, делитесь вашим мнением, кто, на ваш взгляд, является лучшим связующим мира прямо сейчас. Пока я размышлял над этой темой, то у меня в голове появилась аналогия, что приход Гапета в Зенит мог преобразить игру Будько, да и в целом вывести чемпионат России на новые скорости. Но поскольку Эрвин особо в Казани не прижился, радикальных перемен не произошло. Зато сейчас с задачей модернизации Суперлиги неплохо справляется Кристенсен, за которым уже начинают тянуться связующие, выступающие в элитном российском дивизионе. Резюмируя итоги данного видео, хочется отметить, что как будто в этой истории есть только два варианта развития событий. Либо все остается как есть, и Ишикава будет не 100% игроком основного состава и будет выходить со скамейки, либо Джанелли раскроет себе новые грани и начнет отдавать более быстрые передачи, и это еще больше увеличит и без того мощные возможности Перуджи. Как думаете, сможет ли Юки Ишикава полноценно раскрыться в новом клубе? Поможет ли японец завоевать Перуджи трофеи в текущем сезоне? И удостоится ли он еще каких-то индивидуальных наград? Как обычно, мне очень интересно будет узнать ваше мнение. Ну а с вами, как обычно, был Николай Иванов. Любите то, что вы делаете, и все у вас обязательно получится. Скоро увидимся. Пока!